Ну чё, пацандры, ну наконец-то я вас рад, вас приветствую. Спасибо всем огромное, кто был со мной на стриме, где я рассказывал про свой долг 83 миллиона рублей. Я надеюсь, все с пониманием к этому отнеслись. Долг есть долг, надо его отдавать. Поэтому мы вместе с Гердой приехали, точнее я приехал с Жекой сначала, загрузился полностью опять караулку всеми вещами. Это машина, которая выручает в последнее время, возит нас туда-сюда. Забрал наконец-таки американца, отремонтировали, поменяли теперь коробку. За коробку отдал 45 тысяч рублей и 35 тысяч рублей вышло за работу. Полностью переделали колокол, подружили, в общем, ниссановскую коробку с тойотошным мотором. Охрененно! Пришлось эту ручку выкрутить с ручки включения 4 ВД и поставить сюда, чтобы соответствовали все обозначения на ручке скоростям. В общем, скоростя включается по-другому, так же как на УАЗике. Чувствую, есть разница. Есть разница в том, что здесь передачи чуть повыше. Прям чувствуется, что они слегка повыше. Из-за этого грузовик стал чуть побыстрее. Теперь уже придется, наверное, в лесу пользоваться понижаечкой. Утро нас на северах встретило хорошо, приморозило, дай бог. Машина не завелась. Не завелась, потому что замерзла. Поставил на котел, котел оказался сломанный, залит полностью был водой он и замерзший, и весь позамкнул. Поэтому пришлось купить новый котел, китайский с помпой, установить и потом только уже завести. Потому что на градуснике показывал чуть-чуть меньше, чем 40 градусов. Но дома я смог завести, не знаю, как получится завести машину уже в лесу. Это мы увидим уже вместе с вами. Заехал на заправку, полностью заправил все канистры, бензин, солярка. Взял с собой все, что нужно для похода. А это палатки, печки, автономки, еду. Герду взял, конечно же, Герда. Как без тебя-то? Это будет такой у нас праздничный металлокоп, металлосбор. Поэтому заезжаем неизвестно на сколько. Минимум 3 дня. А сколько получится, опять же, увидим с вами вместе по факту. Забрал, в общем, Герду. Все собрал, вроде ничего не забыл. Поехали в лес. Не знаю, как получится по факту этот выезд, потому что хочется поставить себе такую планку, а именно 1,5 тонны металлолома и 10 килограмм серы. Сера обязательно нам понадобится, потому что сера достанется вам, и еще одному счастливчику достанется палатка, которую также разыграем между зрителями. Выезжаю, конечно же, поздно. Хочется сегодня хотя бы успеть найти металлолом, найти место, разобьем на шлаге, установить полностью весь стан, обосноваться там, а завтра уже с новыми силами работать и отрабатывать свои долги. Хочу сказать огромное спасибо всем, кто поддержал эту экспедицию. Спасибо всем вот этим вот людям, что зашли на стрим и задонатили. Спасибо вам огромное, парни, за поддержку. Че, парни, уже едем час по лесу. Выпустил Герду на улицу, потому что жарко ей, бедолаги. Отпустил, бежит впереди машины. Ей там комфортнее, лучше. А мы потихонечку трясемся. Время 4:43. На улице сколько градусов, не знаю. Кстати, надо датчик от часов один вывести на улицу, чтобы нам с вами контролировать погоду. Ехать еще до хрена, еще полпути даже не проехали. Будем ехать вглубь тайги. Все дальше и дальше. Счастливые 3 четверочки. Едем, солнце уже на закате. Вот еду, парни, чувствую, тайга, она меня прямо манит. Такое чувство, я дома. Занимаясь непродуктивной рыбалкой и просидев дома целый месяц, вот сейчас я чувствую какую-то свободу, удовлетворение. Американец, красавчик, везет нас. Собака
палаточка и тайга. Все, едем дальше, дальше и дальше. В 3:40 мы выехали, время уже 5:40, уже 2 часа едем. Но еще не приехали, я думаю, что еще часочек по тайге. И я буду на той поляне, на которой решил остановиться. Потому что дальше ехать пока что не знаю, куда знаю приблизительно. Где может быть металлолом, но не факт. Поэтому доедем до речки, разобьем там лагерь. Я знаю, что там рядом по-любому смогу набрать серы. Герда там, бедолага, где-то все сзади уже бежит и бежит. Че, парни, мы ехали с Гердой, доехали до места. Раньше здесь был стан. Как-то было у меня видео. Приехал я и построил вот такую вот избушку в лесу. Шалаш, или как его по-другому назвать, не знаю. Кому интересно, ссылку я справа в углу оставлю, можете перейти посмотреть. Вот такая вот хата. Все, как я построил, так все и сохранилось до сих пор. Слушайте, здесь даже до сих пор еще тепло. Здесь вот у меня стояла печка. В общем, жил я здесь. Классное было время. Но едем дальше. Приобрел теперь палаточку. Теперь не строю избушки. Хотя, честно, мне было прикольно это сделать. Если хотите такого рода контент, если хотите, чтобы я построился где-нибудь в тайге, какую-нибудь построил, либо землянку, либо избушку, поддерживайте меня в комментариях, и обязательно это сделаем. Че, Герда, поедем дальше? Че, парни, ехали. Оба, увидел что-то подозрительное. Решил остановиться, пройтись, посмотреть. Вот такая вот, в общем, какая-то построечка. Похоже на столбы на какие-то, что ли. Я думал, это не избушка, а это как вроде как что-то хреново знает что. Я уже обрадовался, думал, что-то нашел. Но в любом случае я что-то нашел. Но что нашел, пока не знаю. Пройдусь по кустам, посмотрю, может какая-то жестянка и железо. Слушайте, по-моему, что-то нашел. Какая-то, по-моему, бочка. Что это? Какая-то кованая бочка. Так, хера она толстая. Хера тут бочка. В натуре бочка. Там вон дальше еще какая-то постройка. Вот такая вот бочара. Клепанная, смотрите, на клепки. И проваренная сверху. Не знаю, почему именно так сделано. В общем, есть. Уже есть, короче, контакт. Есть железяка. Там дальше тоже какой-то силуэт непонятный. Пойдемте посмотрим. Похоже на строение еще одно какое-то. Здесь, по-моему, просто лес наваленный. Похоже на постройку на какую-то, на гараж, что ли. Труба, смотрите. Да нет, тут, наверное, нормальный навес. Вот вижу труба. Тут не навес, тут домина какой-то был здоровый. Здоровенный дом, смотрите какой. Блин. Вот вижу железо. Вот железяка. Тоже есть контакт. Герда, ищи железо еще. Блин, ну тут огроменный какой-то дом стоял. Прям вообще здоровый. Это не капонир. Это какой-то здоровый дом, конечно. Хреново, что сейчас не день, рассмотрели бы лучше. Вот вижу, железо торчит. Какая-то шпилька.
Лестница, вон окна разбиты. Это здоровый какой-то навес был. Блин, ну тут по-любому есть железо. Одна только эта бочка заставляет нас тут пока что остановиться. И, наверное, скорее всего, разбивать лагерь здесь. Жалко, что вода не совсем близко. А точнее вообще как далеко. Хорошо, что я взял с собой 10 воды. Хоть какая-то вода есть. Но если что, технической воды можно и снега натопить. Теперь надо искать место, где нам остановиться. Вот сюда бы металлоискатель пощупать, а в земле что тут творится. Честно, места нету вообще. Что-то прошлись мы с Гердой. Посмотрели, там-сям есть небольшая полянка. Сейчас, наверное, на ней и остановимся. Заросло все. Скорее всего, где-то в кустах что-то еще лежит. Поэтому, по-любому, сегодня остаемся здесь. Разбиваем пока что временно тут лагерь. А дальше посмотрим, что делать. Ну что, пацаны, я сижу и монтирую для вас очередной ролик. К сожалению, не получилось в этом ролике открыть посылку от деда Мити. Обязательно откроем ее в следующем ролике, потому что в следующем ролике снова экспедиция. А сейчас вам хотел порекомендовать магазин для поисковиков и кладоискателей у деда Мити. Огромный ассортимент, фирменная продукция, официальная гарантия. Кроме интернет-магазина есть розничный магазин в городе Подольске. За годы работы магазин получил 1000 положительных отзывов от довольных покупателей. В магазине проходит акция, действует система трейд-ин. Я сам являюсь клиентом этого магазина. Для поисковых отрядов действуют особые условия. Назовите промокод Роман Веселов и получите скидку или отличные бонусы при покупке металлоискателя. Также сейчас в магазине у деда Мити проходят новогодние акции на металлоискатели. Вы можете приобрести прибор с хорошей скидкой или очень крутыми подарками. Так что спешите, ссылку я для вас обязательно оставлю в описании. Вам я желаю приятного просмотра. Что, Герда? О, Гердося, ты что, замерзла? Пильнул маленько дровишек. Дровишки, правда, не совсем сухие. Поэтому горят херовастенько. Надо будет заготовить потом другую партию. Сейчас буду затаскивать вещи, устанавливать автономку. Надо будет еще как-то замудрить так, чтобы поставить сюда грузовик поближе. И выхлоп, в общем, вывести на поддон грузовика, чтобы он подогревался выхлопом от автономки. Не знаю, как это сейчас все буду мудрить, но что-то буду делать. Пока будем располагаться, а потом осмотримся. Автономочка. Ну что, пацаны, ситуация следующая. Хотел подогнать грузовика, в общем, к тому окошку поближе поддоном, чтобы вывести потом выхлопную от автономки и чтобы она дула на поддон. Ну, тем самым я рассчитывал на то, что будет подогреваться грузовик ночью, укрыть его и будет ему тепло. Но случилась какая-то херня, в общем. Сначала стартер вообще не щелкал, я постучал по втягивающему. Он защелкал. Теперь такое чувство, что он как замыкает. В общем, до хрена берет на себя энергии. Подцепил второй аккумулятор, не помогло. Залез под грузовик, посмотрел на стартер. Оказывается, он сверху не прикручен. Шпилька, в общем, болтается.
Еще бы немного, я бы ее просто потерял. Она висела просто на резьбе. Мучился, в общем, замерз. Зашел погреться, покормил Герду. Решил здесь маленько навести порядок, расставить раскладушки, в общем, поставить стол, что-нибудь сделать, покушать, потому что есть хочется дико. Поэтому сейчас немного передохну и пойду делать грузовик, пока он не замерз, чтобы его можно было потом завести. Ладно, печка пока сырыми дровами сильно топиться не хочет, хоть и дышится, но все равно в палатке теплее, чем на улице. Че, парни, тороплюсь, ходиком перекусил бутерброд. Надо, короче, делать Америку, заводить, пока он совсем не остыл. Случилась вот такая вот беда. Вот он, болт, который держит, в общем, стартер. Но по факту ни хрена не держит, щель большая. Может быть, что-то перекосило или что-то в этом роде, поэтому сейчас прикручу и посмотрим. Парни, я прикрутил тем временем стартер. И стартер щелкает. Такое чувство, что не хватало электричества. Наверное, скорее всего, когда он залип, втягивающий, скорее всего, высосал аккумулятор. В общем, не мог завести. Достал старые провода. Как сказать старые? Новые провода. Хорошие провода я взял, порезал на автономку, чтобы ее запитывать. А взял вот такие вот провода для прикуривания. И пока их цеплял, они все поотламывались. Смотрите, какие. Вот такие вот провода. А отломились вообще легко. То есть провод ломается просто как сухая палочка. Вот такие вот китайцы делают провода. Хорошо, у меня был провод. Я брал для инвертора провод хороший. Наш российский, прорезиненный. Сейчас его буду цеплять. Вот так вот зачищаю. И буду делать свои, в общем, крабы. Для того, чтобы так вот подкуривать машину и цеплять инвертор. Получились вот такие провода. Намного надежнее. Даже чуть-чуть подлиннее получились. Пойдем заводить, пробовать. Такое чувство, сели аккумуляторы. Завелся, парни, завелся родненький. Я уже думал, честно, не заведется. Я уже думал, даже не аккумуляторы, думал, где-то что-то в стартере замкнуло, потому что щелкает и не заводится. Сначала попробовал просто своими аккумуляторами, он не завелся. Потом я зацепил уже те прищепки, которые сделал, и он заработал наконец-то. Но я очканул, честно, я очканул, потому что до деревни здесь вообще до хрена, если я как-то ломался там, где ночевал, оттуда 15 километров, то тут еще километров 10 до деревни. Короче, километров 25. А мы находимся в лесу. Ни настроения, ничего. Потому что американец неиспытанный и сейчас начинает капризничать. Но я его завел. Сейчас зарядятся аккумуляторы, прогреется. Подгоню его туда и буду устанавливать автономку. Честно, я прям счастлив, прям безумно счастлив. Пускай заряжается. Надо будет затаскивать оставшиеся вещи. А я пока пошел за дровами. Палаточки, печурка, конечно, выручает. Без нее я больше никогда в жизни никуда не поеду. Потому что автономки, бывало, меня подводили, а печка никогда не подводила. Че, парни, вот таким вот образом поставил, в общем, машину поближе напротив окошечка. Сейчас буду прокидывать шланг. Вот сижу, парни, и думаю, вот что я сделал такого, да, в этом году, что мне так не фартит. Вроде бы в лесу, вроде бы все хорошо. Вроде бы поставил Америку, чтобы он у меня на прогреве был. От таракана поставил трубу, упер ее в поддон. Есть что покушать, есть где работать, есть что делать. Уже на работе. Америка опять капризничает. Нету зарядки. Показывает 19 вольт и все. Уже что только не переделал. Уже и клеммы шевелил.
И контакты везде посмотрел. Не заводится. На своих аккумуляторах вообще не заводится. Цепляешь от автономки аккумулятор, вот тогда заводится. Вот сейчас автономку думаю, глушить или не глушить. Пускай либо она уже тогда греет меня до завтра. Сегодня смысла нет выезжать, потому что в лесу есть возможность завтра загрузиться металлоломом. Сколько получится это его сделать. Пособирать серы, если здесь она будет. И тогда уже выезжать. Ну, надо делать генератор. Без генератора я металл резать не смогу. Поэтому придется грузить бочки, те, которые есть. Я думаю, наверное, буду сегодня ложиться отдыхать. Время уже поздно, что-то я устал, промерз. Подкину печурочку и буду ложиться отдыхать. Увидимся уже утром. Ну что, доброе утро, пацаны. Я проснулся. Уже вышел, покормил собаку. Поставил себе кашу греть. Ух ты. Поставил кофе. Вот так вот выливать на плитку. Сначала покормил собаку. Теперь кормлю себя. В общем, буду сейчас пить кофе, есть перловую кашу и закусывать все это пряниками. И пойдем смотреть, что с грузовиком. Сначала сходим, посмотрим, что с железом вокруг происходит. Осмотримся, оглядим всю территорию. И потом будем заниматься своими делами. Без зарядки, естественно, я не смогу пилить железо. Лебедкой пользоваться тоже навряд ли. В общем, не знаю, придется, наверное, как-то закатывать бочку в кузов. Ну а перед этим надо как-то завести грузовика еще. Я вот таким вот образом вчера вывел трубу. Она в поддон, кстати, он такой выглядит высохший. Как будто бы его хватило. Даже вокруг сосульки. Даже все подтаяло там. Походу он неплохо себя так чувствует. Пойдемте посмотрим, что у нас с металлоломом. Подкинул печурку, что в палатке было тепло. В палатке вообще показывает 40 градусов. Но я спал вообще раздетый. В нижнем белье только. В палатке вообще Африка, конечно, это хорошо. Такая вот, парни, бочка стоит. Я по ней уже лазил. Клепанная. Она, по-моему, в кузов ко мне не влезет. Сейчас померяем. Раз, два, три. Метра 3, да. Если 3, то влезет. Вон, парни, наш лагерь. Это метров 30 отсюда. И увидел еще какую-то постройку. Идемте посмотрим. Там, по-моему, есть проход. О, Герда носится. Блин, вот тут еще какое-то строение. Вот такой вот домик стоит. Троса торчат. По-любому здесь металлолом есть. Здесь надо с металлоискателем бегать. Блин, вообще интересное место. Здесь металлоискателем точно никто не пикал. Полы, смотрю, железные. А здесь тоже что-то стояло. Непонятно. То ли гараж, то ли навес. Ну что-то из бревен туда вот уходит. Пойдемте дальше пройдемся, посмотрим. Еще метров 30. Что-то было. Зайцы бегали какие-то. Чурка. И вот такой вот еще один фундамент. Снова что-то стояло. А летом сюда, к сожалению, не добраться. Потому что здесь болото. Здесь только на каракате. Кстати, сразу хочу сказать, порекомендовать вам такую компанию Байкал 4х4, которая производит каракаты, квадроциклы и всю технику вездеходную для охотников, рыбаков и для частного использования. В общем, ссылки на них оставлю в описании. Переходите, смотрите. У них я по-любому буду приобретать для себя караката. Сначала хотел квадрика, но теперь понял, нужен каракат. Вот вижу троса. Вот это вся площадка, видимо, тут стояла техника.
Вот он трос возле пня. Здесь по-любому надо что-то сигналить. Ух ты. Что-то вижу я. Еще одна бочка. Смотрите, какая бочуха. Вот это уже серьезный металлолом. И серьезная бочка. Америка. С каждой находкой я еще сильнее злой на него. Но это капец какой-то. Пойду еще дальше пройдусь. Здесь видно, что вот тут площадка раньше была, видимо, под технику. Металлолома здесь хватает. Пойду по дороге. Обратно уже по лесу пройдусь. Что, парни? Здесь тоже красивая площадка. И увидел сочную дорожку серой. Вон она. На старом дереве перестой, видимо, лопнул. Видите? Вон она вверх уходит. Все способствует тому, чтобы зарабатывать. А зарабатывать не получается, потому что Америка капризничает. Вот, парни, прямо возле дороги, смотрите, какая серка. Дорожка сочная. Серу по-любому сегодня пособирать получится. Прошел уже, наверное, километр. Пока больше ничего не попадалось. Вот так вот идем с Гердой потихоньку, разглядываем вокруг все. Вдруг что-то интересное найдем. Надо брать пилу, в общем, идти собирать серу. Обратно пошел по лесу. Вон вижу, какая-то постройка. Там бочка, которую мы видели, квадратная. Пучок тросов. Я думаю, ну не зря он тут лежит. Здесь в земле должно быть дохренище металлолома. Ну прям очень много. Я, по-моему, вон вижу металл. Даже в кучу выжды. Вот какой-то лист. Вот смотрите. Тоже толстый лист металлолома. Здесь его 100% до хрена. Вон пальцы торчат. Очень соблазнительно. Вот 100% тут в земле по-любому металла. Вот 1000000%. Опять вот какая-то постройка. Ее мы не видели. Потому что по дороге я проходил. О, вон вижу впереди металлолом. Мне бы главное на гвоздь на какой не наступить. Смотрите. Вон она, жестянка. Или не жестянка. Или не жестянка. А это далеко не жестянка. Это что-то топовое. Короче, это площадка. Вот она идет еще. Короче, это площадка трелевочника Т4. Вот это находка. Еще чуть-чуть, еще какие-нибудь находки, я начну материться. Почему мне везет с железом, но не везет с Америкой, а? Дело в том, что машину, когда забираешь, надо, конечно, ее испробовать, протестировать, а потом куда-то ехать. Вот у меня как пчела ужалит, надо в лес и все. Только машину забрал, ничего не опробовал и сразу же в лес. Здесь и сера есть. А вон на деревьях вижу еще дорожки. О, там еще больше дорожка. Вот. Смотрите, сера. Вот такое. И вот туда вот. Здесь походить, пособирать серу можно легко вообще. Смотрите, какой жир. Жир. Давайте мы хоть в этот раз не собираем ни железо, ни серу. Хоть посмотрим на эту красоту. Смотрите, какие жирные они. А? Вон дорожка. На следующем вон дереве дорожка. Не совсем жирная, но есть. Вон вижу дорожка. Вон дорожка.
В общем, серы здесь тоже до хрена. Ну что сделаешь? А ничего не сделаешь. Выбираться надо из тайги по светлу. Потому что, во-первых, у меня нету зарядки. Значит, нету света. Во-вторых, если остаться еще на одну ночь, то я посажу аккумулятор. Аккумулятор этот посажу, который у меня как пауэрбанк служит, который прикуривает у меня машину, у которой уже севшие аккумуляторы. И я тогда не смогу вообще выбраться. Ни хрена забрать не могу, потому что нету, во-первых, опять же, генератор не работает, значит не работает болгарка. Целиком забрать не могу железо, потому что не работает генератор и поэтому не работает лебедка. Это какая-то, в общем, дичь. Я не знал, что так с генератором так много связано. Но я думаю, что просто пришло время его ремонтировать. Потому что такие вещи, расходники, они ремонтируются. Это нормально. Это не какая-то серьезная поломка. В общем, в любом случае Америка вывозит нас из леса. Если сейчас, конечно же, он заведется. А если не заведется, то пойду пешком. Красавица. Ладно, что. Как-то тут не нервничай, не переживай, ничем не изменишь ситуацию. Попробую завести Америку и посмотрим. Может, что-то случилось. Может, снова заработала система. Да не, 16, 22, 19, 17, 16. Представляете, как падает? Два аккумулятора по 12 вольт показывают 16. Это либо какой-то замкнутый из них, либо какая-то херня происходит непонятно. Ни хрена не пойму. То ли аккумуляторы замерзли, то ли что. Капец. Короче, подцепил второй аккумулятор, который большой. И с помощью него только я смог завести машину. Сейчас показывает 19,9. Хотя его подцепил, тоже показывал там в районе что-то 19 вольт. Но, видимо, силы тока хватило. Завелась машина. Короче, ладно, Америка хоть завелся, хоть так. Надо посмотреть все контакты, ни хера не понимаю. Посмотреть на зарядку, сколько выдает он. То ли это стартер что-то замыкает, потому что вчера по стартеру постучал, он хоть щелкать начал. Может, на нем контакт не закручен, а? На стартере. Бывает такое? Или не бывает? Сейчас откину кабину, посмотрю. Ну что, парни, проверяю, в общем, электричество. Оно следующее. Я взял часы с машины, которые у меня стояли на панели. Они показывают, сколько вольт в сети. На аккумуляторы цепляю, почему-то не показывает. А когда цепляю вот здесь вот, на плюс и на массу, показывает 3 вольта. Я думаю, что все-таки генератор. Поэтому я, наверное, потихоньку буду сворачиваться, грузиться обратно. И выезжать обратно. Ну что делать? Генератор надо ремонтировать. Надо же было так, а? На самом интересном месте. По-моему, сгорел генератор. Видно даже, он черное пятно. Поэтому будем сворачиваться, что выезжать. Да, Герб? Домой поедем. Выехаю в деревню, может получится поставить камазовский генератор, потому что камазовский по-любому есть в продаже. У меня, кстати, на Мамонте, на предыдущем грузовике стоял камазовский генератор. И я горя не знал. А вот с этим вот пришло какое-то горе. Ладно, собираемся домой потихоньку.
Ну что, парни, вот так вот я загрузился, упаковался. Честно, настроение вообще на нуле. Прям не просто на нуле, а в минус, наверное, даже. Нужно приехать и забрать весь металлолом отсюда. И еще по дороге я видел несколько кабин, которые тоже нужно будет забрать. Еду сейчас ремонтироваться. Если ничего не происходит, снимать не буду. Отремонтируюсь, скажу, что получилось по ремонту, что именно сломалось. Пока я грешу на генератор. И думаю, скорее всего, с генератором проблемы из-за того, что я пользуюсь инвертором. А вы напишите в комментариях, кто владеет информацией, влияет ли инвертор как-то на генератор. Или он все-таки может испортить только аккумуляторные батареи, либо на генератор тоже есть какое-то влияние. До этого пользовался инверторами, проблем никаких не было. Не знаю, почему сломался генератор. Снова включение, еду обратно. То, что видел вчера, пропустил в этот раз. Смотрите, какая железяка торчит. Просто вот возле дороги. Что это за железяка? А это у нас хрен его знает что. Короче, вот такая вот штука летает. Не знаю, что это такое. В следующий раз мы ее заберем. Вчера пришлось выехать. Сегодня с Толяном уже поехали. Полностью весь щит завалили. Не знаю, видно вам или нет. Это бортовая лежит, целиковая.